Привет всем, меня зовут Виталия, и мы сегодня поговорим о, пожалуй, самой животрепещущей теме. Это, конечно, о деньгах. Это актуально для тех, кто планирует поездку в Таиланд, тот, кто давно не выезжал, возможно. Следовательно, вам нужно понимать, как вы будете обменивать деньги. Так что, пожалуй, самый главный вопрос – с какой валютой лететь, чтобы не потерять на конвертации и не оказаться без средств к существованию. Мы разберем все варианты: наличные, доллары, рубли, рубли на UnionPay, крипта и онлайн-обменники. Так что поехали! Так, король обмена на Пхукете, и это, конечно, доллар. Потому что вы просто выходите из аэропорта и можете поменять. Обменников просто сотни, вы можете проверить курс. И самое удобное то, что вы сразу с наличными, вы не привязаны ни к интернету, ни к каким картам. Все, вы в полной безопасности, у вас есть своя наличка. Особенно если вы приезжаете с какой-то очень крупной суммой денег, то небезопасно и хранить ее, и перевозить, поэтому это риск. В Таиланде на сегодняшний момент принимают доллары и старого, и нового образца. Поэтому вы можете с ним приезжать, только вопрос, как вы их купите уже в России. Онлайн-обменники. Это, если честно, мой фаворит. Это самый удобный и вполне безопасный способ для обмена валют. Как это происходит? Вы отправляете рубли со своего русского счета на счет так называемого обменника. И дальше уже очень много вариантов выдачи валюты. Они могут вам привезти наличные здесь. Они могут выдать вам через банкомат. Они могут отправить вам на тайскую карту, если у вас уже она открыта, либо у каких-то ваших друзей она имеется. В этом плане очень гибкие, можно найти хороший курс, вполне безопасный вариант обмена, если вы, конечно, знаете обменник, вам кто-то его посоветовал. Я оставляю обменники, с которыми я работаю, внизу под этим видео. Поэтому они проверены, и я сама через них часто меняю. Очень часто агенты по недвижимости, они рекомендуют именно такой способ для оплаты, например, квартир. То есть, если у вас нет счетов за границей, и вы не можете оплатить свифтом, то вы можете это сделать через обменник. Наша компания занимается не только управлением недвижимостью, но также и арендой. Вы можете с нами купить. Поэтому, пожалуйста, задавайте все вопросы, наши контакты под этим видео. А что насчет криптовалюты? Если вы опытный пользователь, вы умеете пользоваться, вы уже делали обмены, и у вас всегда стабильный интернет, то, конечно, в Таиланде вы можете обменять криптовалюту. Вы можете это сделать также через обменники, они выдадут вам наличные баты, либо отправят также на счет, например, вашего какого-то знакомого, у кого есть уже тайские счета. Таиланд несколько раз уже менял свою политику, но в целом это достаточно лояльная страна для обмена криптовалют. На Пхукете огромное количество таких же обменников, вы можете все курсы обсудить в чате с менеджерами, либо посмотреть на онлайн-платформе. Открытие счетов в Таиланде, и тут у меня на самом деле печальные новости. К сожалению, не так много хороших новостей на эту тему. С каждым годом больше и больше ограничений по открытию счетов. Если у вас когда-то были открыты счета, то я вам рекомендую их восстановить. Вы должны для этого лично прийти в банк. Тут не работает генеральная доверенность, на управление счета вам никто ее не даст, поэтому вам нужно лично приехать и попробовать восстановить свой счет в банке. С 2025 года некоторые счета принудительно закрывают, поэтому вам нужно подтвердить номер телефона тайский. И сейчас требуют, если вы открывали счет как раз под недвижимость, то вы должны предоставить свидетельство о регистрации недвижимости, чинот. Без него счет вам, скорее всего, только закроют, но вы, конечно, сможете забрать свои деньги. Все труднее и труднее открывать счета по турвизе, но если у вас долгосрочная виза пенсионная, студенческая, ДТВ, бизнес-виза, то, конечно, по ней вы сможете открыть счета. Это не проблема. Если вы хотите иметь туристическую визу, но при этом хотите купить недвижимость на Пхукете, то вам также на основании этой недвижимости откроют счет. UnionPay – это палочка-выручалочка или обуза? На самом деле, да, это удобный способ для снятия крупной суммы, либо оплаты крупных покупок, оплаты отеля, например. Для этого вы можете использовать эти карты. Но, опять же, перед прилетом я все-таки советую вам даже просто здесь в комментариях написать, а что с обменом, что лучше вести, потому что на самом деле из года в год, из месяца в месяц ситуация меняется. А UnionPay может быть отличным дополнительным способом. Первое, он берет комиссию за снятие, это примерно 220 бат, и не во всех местах, не во всех отелях, не во всех ресторанах принимаются эти карты. Поэтому вы можете иметь этот способ с собой как дополнительную подстраховку.
Так, давайте просуммируем 3 ошибки, которые стоит избегать. Первое – это вести с собой наличные рубли. Здесь они не обмениваются, либо обмениваются по очень неинтересному курсу. Второе – это надеяться на одну карту, например, на Union Pay. У вас должно быть несколько вариантов. Немножко налички, немножко на рублевой карте, например, и Union Pay. И не обменивайте деньги в аэропорту, потому что там курс, конечно, как мы все знаем, самый низкий. Что касается местных, то на всех рынках любую сувенирную продукцию вы, конечно, купите за наличные. Местные все еще принимают и любят наличку, поэтому не бойтесь платить с ними наличными. Суммируем. Для того, чтобы хорошо съездить, не волноваться, вам нужно иметь несколько запасных вариантов. Первый вариант, который, безусловно, стоит использовать, и он самый, мне кажется, удобный, это обмен валюты через онлайн-обменники. Оставила те, с которыми я лично работаю, внизу. Второе, да, вы можете с собой на всякий случай взять наличные доллары и иметь карту, например, Union Pay, которая будет просто как постраховочная. А я, конечно, надеюсь, что это видео было полезным для вас. Не тратьте просто миллион времени для поиска информации, просто спросите меня в комментариях, какая ситуация с обменами, какой курс и так далее. Поэтому это будет проще и не надо тратить время. И, конечно, подписывайтесь на канал, потому что здесь не только полезности про туризм, но и про недвижимость. Подписывайтесь на наши соцсети. Пока-пока. Я очень рада, что сняла для вас видео. В своем маленьком отпуске я успела поплавать и снять для вас видео. Я считаю, это очень круто. Поэтому, пожалуйста, поддержите мой канал, подписывайтесь.